И снова здравствуйте, цельнокроенный рукав. Из чего состоит построение именно ширины рукава? Совмещение рукава и основы изделий. Во-первых, как всегда, и основное. Цельнокроенный рукав строится на удобной, проверенной, выбранной под нужный силуэт с прибавкой базовой конструкции изделия с вточным рукавом. Изначально проводятся все изменения, которые нужны по самой базе, по пройме, по наклону плеча, и только после этого приступают к построению самого рукава и совмещению его с боковой частью изделия. Для того, чтобы понять, что такое цельнокроенный рукав, его преимущества или особенности, рекомендую, как и для большинства основных других выкроек, посмотреть на мини-модель из бумаги, вырезанную, чтобы сложить ее по основным линиям, и тогда становится понятно, куда, какие линии идут, где происходит натяжка, где происходит возможное ослабление. Какие-то особенности будут понятны только в 3D, в объеме. Вещь может казаться объемной, широкой. Возможно, кажется все сбалансированным, но, складывая по основным линиям перед и боковые части или спинка и боковые части, рукав, и то, что уходит на огибание плеча сверху, на огибание руки снизу, это позволит понять, где линии параллельные, где они расширяются, где произойдет натяжение, там, где, казалось бы, все должно быть свободным. Поэтому предлагаю посмотреть на объемный вариант. Сегодня, напомню, не процесс конструирования. Прежде чем конструировать, надо понимать, что и откуда, куда приходит. Итак, верхняя часть рукава – это то, что огибает плечо сверху, плечо и руку. Далее следует основная вертикальная часть проймы. Она идет параллельно грудной клетке, и естественно, что она просто направлена вниз. Также это ширина рукава. Далее следует часть рукава, которая идет от того места, где пройма классическая для вточного рукава переходит от четкой вертикали в сторону вниз округло. На вточном рукаве это то место, которое уходит под руку, нижняя часть рукава, и одновременно то, что начинает огибать стан сбоку. Это то место, которое еще не совсем под рукой, но уже и не вертикаль. А люди не картонные коробки. У них нет четкого разделения острых углов, насколько бы стройными они ни были. Все загибы, они все равно проходят параллельно, округло, объемно, на некотором расстоянии. Также надо понимать, для любых малообъемных изделий есть плоскость переда и спины, есть плоскость бока и некоторое расстояние, которое огибается при переходе. Для вточного рукава это может быть более очерченно. И вот этот переход на пройме, когда еще не вертикаль, но вертикаль уже начинает стремиться вниз, но еще не такая круглая, еще только намечается. Это то место, где начинается переход. При этом это то место, где уже будет происходить натяжка для малообъемных изделий цельнокроенного рукава. Для ткани это уже критично, потому что плоскость у рукава одна, и плоскость при этом одновременно другая для изделия, а не для выкройки. Потому они начинают между собой расходиться. В вточном рукаве происходит совмещение двух раздельных частей по этому шву. Для цельнокроенного рукава этого шва нет, это лишь теоретическая линия. И максимум, что может произойти, это лишь небольшое натяжение, либо провисание складками. Но так или иначе, если изделия хватает по объему и длине в разных проекциях, ничего страшного не произойдет для вточного рукава. А для цельнокроенного здесь будут надрывы, если это малообъемное изделие. Будет натяжка, не будет хватать изделия для подвижности. Основная часть вниз после этой точки – это то, что огибает руку снизу. Этого может для обычной проймы хватить, но вряд ли. Скорее всего, это будет минимум или нехватка материала. Поэтому глубину проймы для цельнокроенного рукава увеличивают. Как правило, не менее чем на пару сантиметров. То есть
Линию стандартной глубины проймы для вточного рукава снижают. Как ни странно, обычно ширина – это горизонтальное понятие, но для изделий с цельнокроенным рукавом глубина проймы – вертикальный параметр, и ширина является соизмерима этому вертикальному параметру во время построения чертежа. Для изделий с прямым направлением рукава, без наклона, это его полная ширина. Если только по низу самого рукава не происходит заужение, каким бы то ни было способом, вплоть до выточек на рукавах. На изделиях с наклоном плеча ширина будет распределяться по расчету прямых углов. От максимальной вершины наклона плеча до углубленной проймы строится длина рукава по выбранному наклону плеча. К нему проводится линия под прямым углом, это ширина низу рукава. К ней под прямым углом или же сразу параллельно верхнему срезу проводится линия нижнего среза. Она идет в сторону глубины проймы, а потом уже выбирается подходящая наклонная округлая линия. Об этих характеристиках чуть позже. Вся сложность и интерес конструирования и моделирования заключается в том, что построение модели идет на плоскости в изначальном статичном положении. При этом нужно учитывать возможность подвижности и те изменения, которые происходят с телом человека во время движения, и на что необходимо закладывать прибавки для изделий. Однако при этом необходимо учитывать, как они будут вести себя не в полном объеме подвижности, либо когда человек статичен. Самый элементарный пример – это когда шьется юбка-карандаш, либо когда закладывается шлица, разрез на возможность сделать шаг определенный, потому что когда делается замер, человек стоит с небольшим расстоянием между коленями, в то время как во время движений расстояние достаточное. Но при этом, если сразу учитывать полную разницу тела в движении и в покое, то юбка будет не карандаш, а другой формы. Соответственно, либо шлица, либо юбка из растяжимых материалов, либо с какими-то другими нюансами, необходимыми для учета подвижности. При этом важно сохранять очертания изначальной модели силуэта. Соответственно, в цельнокроенном рукаве также есть свои особенности, о которых буду постепенно рассказывать. Но основное, о чем сегодняшний ролик. Это, во-первых, необходимость расчета ластовицы. Ластовица – это закругление, которое находится под линией руки, соединяющее в цельнокроенное изделие одним полотном с боковой частью и нижней частью рукава. Переход от боковой части к нижней части рукава происходит по боковому срезу, образуя одну округлую линию. Когда мы смотрим на 3D-модель, объемную, картонную, бумажную выкройку, схематично, и загибаем боковую часть изделия и нижнюю часть рукава, то рукав уходит назад, в сторону, куда тянет его боковая часть изделия. Для того, чтобы отвернуть его туда, куда нужно изначально, где расположена рука, нужно проявить некоторые усилия. Получается, ощущается натяжение в их совместном местоположении. Если изделие малообъемное, с достаточно скромной шириной рукава, можно увидеть даже надрывы на бумаге. Соответственно, чтобы не происходило этого на ткани, нужно это учитывать. Рука, когда направлена вниз, имеет только длину снизу и переходящий в бок шов. Можно посчитать единую длину для изделия. Но когда рука отведена в сторону и поднята, под мышкой происходит увеличение площади тела, которая должна быть закрыта дополнительной тканью. Еще от конечной точки плеча сверху начинается увеличение мышцы, раздвижка, увеличенное пространство тела, которое необходимо закрыть тканью. И поэтому надо это изначально закладывать в конструкцию, но при этом делать это настолько, чтобы это не было излишним, когда рука не отведена полностью на задуманное расстояние. Компромисс между подвижностью и моделью. Таким образом, между рукавом и боковой частью закладывается дополнительная ткань, а не прямой угол, который и закрывает собой эти изменения увеличения тела во время подвижности. Существует так называемый популярный вариант цельнокроенного рукава «летучая мышь». Это когда достаточно заметно соединение рукава и бока, и нужно оно уже не столько для возможности закрытия площадью ткани, площади тела, с запасом. Оно там уже изначально для просто модели, для яркого образа. Если у вас когда-то были или вы мерили изделия, где рукав соединен настолько сильно с боковой части, вы, наверное, понимаете, что есть определенное ограничение движения. Это как веревкой связать руку на определенном расстоянии, например, с талией. Выше, чем позволит веревка, не отвести руку. Если у вас нет, но вы предполагаете для себя возможным построение такого рукава, либо вы изначально хотите просчитать, насколько нужна ластовица, но при этом цельнокроенная без дополнительных швов. Вам нужно сделать и удобство, и достаточный внешний вид. Существуют некоторые особенности. Для изделий малообъемных и для изделий значительных по объему.
Кроме функции декоративности, начинает действовать гораздо сильнее принцип баланса. Принцип выверенности изделия. Если изделие достаточно объемное, широкое по верху и при этом малообъемное от талии вниз. Это одно дело. Малообъемность на талии, на бедрах, оно удерживает конструкцию на теле. Верхняя часть, она смотрится просто объемной. Когда же популярный стиль бохо, все широкое, размашистое, там надо быть более внимательными. Поэтому сегодня касаться этих сложных функций не буду, а рассмотрю на примере изделия варианта Б. Рукав по наклону плеча. Изделие небольшого объема, рукав не очень широкий, слегка углубленная пройма, загнута в бок на бумаге. Пройма закрывает боковую часть, нижняя часть рукава закрывает руку. Между ними происходит натяжение. То, насколько начерченный нижний срез рукава, переходящий в бок, короче, чем длина по телу, ограничивает руку, ограничивает подвижность. Чуть спрямленная линия станет еще короче. Чуть углубленная сделает площадь ластовицы более прилегающей к подмышке к телу. Но при этом она станет меньше и ограничится возможность каких-то движений вперед, назад, вверх. Меньше складок, меньше подвижность. То, где линия боковая переходит в рукав и заканчивается, вот это округление, по сути, это то место, которое на параллельном верхнем срезе можно увидеть. Расстояние до окончания плеча, и где рука будет ограничена возможностью двигаться вперед или назад, отдельно без изделия. Если это короткий рукав, то в принципе нет больших затруднений. Если же это более длинный рукав, до локтя или ниже, то это расстояние, которое ограничивает движение. Все изделие будет подвижно в боковой части вместе с рукой, следовать за ней. Поэтому большого углубления проймы и длинного перехода для малообъемных вещей стоит избегать. Функция малообъемных вещей в том, чтобы сохранять подвижность. Когда данное изделие надето и рука полностью на запланированный вариант не поднята, то цельнокроенная ластовица, как соединяющий отрез и излишек ткани, будет спускаться вниз складками. Цельнокроенный рукав часто изучается именно в базовом варианте. А чистый вариант, наверное, шьется не так уж и часто. Вследствие того, что более интересно по модели и по удобству, это совмещение разных вариантов рукава, так называемый комбинированный. Это не только спинка и перед, это, возможно, и разрезы сверху для изменения объема. При этом сохраняется малообъемность всего остального рукава. Это и возможность модели поверху без швов, но при этом, например, не ластовичный вариант. Совмещение низа рукава и бока. А обычный втачной вариант – это вариант совмещения подрезов наподобие реглана на кокетке, когда убирается некоторый дополнительный объем по центру вдоль всего рукава. Цельнокроенный рукав характеризуется тем, что нет яркого перехода объема рукава в изделии. Чем больше наклон, тем меньше объемность. Объем можно изменить сверху и снизу, где открытые срезы. В центральной части сколько есть, столько есть. Поэтому, если у вас накачанные плечи, объемные, массивные, будет достаточно тесновато. Если это не очень широкий вариант изделия и рукава, в то время как втачной рукав по всему окату имеет срез и возможность изменения объема, есть любой из точек, как самого торса в пройме, так и рукава по линии оката. Но нельзя назвать этим одно преимущество над другим. Я бы назвала это все-таки особенностями, потому что преимуществом в данном случае цельнокроенного рукава, как я говорила в первом ролике, является отсутствие видимых швов для людей с малыми объемами поверху, более узкими плечами, желание показать какие-то другие декоративные элементы. Цельнокроенный рукав в данном случае имеет свои преимущества. На сегодня все. Продолжение следует. До скорых новых встреч!